Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, таро расклад, весенний коридор затмений с 25 марта по 8 апреля 2024 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, если переложить вашу теперешнюю ситуацию жизненную на метафорические образы карт, у вас получится что-то просчитать, проанализировать, возможно. И если мы говорим о коридоре затмений, всегда начало и конец этого коридора. Так вот, начало – это лунное затмение в знаке зодиака Весы 25 марта. И что это такое? Или чем это для нас чревато? По сути, это отказ. Отказ от ненужных отношений или от тех отношений, которые утратили былую привлекательность, отсутствие взаимопонимания. Может быть, вы что-то будете реорганизовывать по части своего бизнеса, своей работы, откуда к вам приходят деньги, финансовый вопрос для вас может стоять на повестке дня тоже очень активно, потому что какая-то прежняя тактика ваша могла не сработать, и теперь себя нужно переориентировать на что-то другое. Для кого-то банально может быть. Мы избавляемся, ведь мы хотим создать новый порядок, мы не хотим больше иллюзий, не хотим обманов каких-то. И может быть вы захотите менять пространство. Для кого-то будет сопряжено с тем, что я генеральную уборку дома делаю буквально вот и так тоже выбрасываю хлам. И это правда работает, потому что мы меняем пространство, а оно в последующем меняет нас. Мы приходим уже в другое жилище совершенно, и значит мы ощущаем себя по-другому. Вот это такой важный пункт. И 8 апреля это у нас уже солнечное затмение в знаке Овен, и это та импульсная энергия «я хочу быть счастливым». И какую цену, мои дорогие, вы готовы заплатить? Может быть, это и, повторюсь, финансовые вопросы, но все же больше от чего вы готовы отказаться ради собственного счастья? Или какую реальность вы видите конкретно? Как вы с ней готовы провзаимодействовать? Может быть, себя изменить? Или куда я буду направлять свои усилия? Что для меня на данный момент времени наиболее важно? Вот такие вопросы, которые перетекают в какой-то конкретный тезис-план, возможно, к окончанию этого коридора. И на 8 апреля вы уже с чем-то будете определяться. Вообще период апрельский у нас не совсем спокойно ожидается. Ну, давайте мы не будем забегать вперед. Вот этот весенний коридор затмений. У нас будет еще и осенний, но пока мы говорим про весну. Карта умеренности, карта семерки чаш. Какой-то необходим эмоциональный баланс. Это как будто для вас самих. Или, может быть, есть желание куда-то не торопиться. Или жалко с чем-то расставаться. С иллюзиями, мои дорогие. Семерка чаш – карта иллюзорного успеха. И вы можете думать, я еще подожду. Посмотрю, как развиваются события. Может быть и так. Итак, первые три карты. Общий фон или ваше настроение. Мы говорим судьбоносным переменам. В каких сферах жизни, может быть, вы это отчетливо прочувствуете? Достанем три карты. И чем вам запомнится период коридора затмений? Ладно. Пусть будут две карты, раз уж так получилось. Новая колода, но выпало две. И промежуточные такие своего рода карты, чему вы будете уделять больше внимания или чем придется заниматься. Неожиданности периода, как видят карты. То, с чем вы можете столкнуться, внезапности. И каков результат, чем завершится то или иное действие, или в каком направлении будет двигаться. Итак, общий фон. Или то, что для вас, правда, какой-то выход лабиринта. Вы очень здраво оцениваете обстановку. Вот если так убрать эмоции, вот вы хотите с чем-то разобраться, не повторить какую-то ошибку или в чем-то поставить точку, расставить все по местам, навести порядок в своей жизни. Вот этот выход из лабиринта как будто совершенно необходим для вас. Причем, посмотрите, туз мечей, дальше у нас страшный суд. Избавиться от каких-то сомнений, переживаний. Может быть, это то дело, которое вы должны с точкой либо завершить, либо для себя установить абсолютно
в обозримом будущем четкий тезис, план, к чему я стремлюсь, куда я иду, выяснить то, что было не выяснено, может быть, и о себе что-то узнать, если мы говорим все-таки старший аркан, да, у кого-то могут совпасть вопросы, связанные, может быть, и с медициной, правда, как будто нужно разобраться в каком-то вопросе для того, чтобы подвести какой-то итог. И это карта избавления от боли, избавления от страданий. У каждого, понятно, как и страдания, так и боль, она какая-то своя. И даже в этом как будто нужно тоже разобраться. Либо буквально физическая боль, чем она была вызвана, либо боль душевная, либо каковы же планы на последующий период времени. Не хочется, как прежде, по этой карте. И по двойке жезлов это мы словно на перепутье. Может быть, есть у кого-то история в отношениях, когда два партнера, а нужно выбрать одного. Или когда есть по работе два направления или две возможности, и тоже нужно с этим определиться. Одна уже какая-то стратегия не работает, а вторая, она еще такая зыбко неопределенная, и вы пытаетесь это продумать. И так тоже может быть. Все же жезлы, дела, работа, бизнес. И туз мечей, вы знаете, достаточно хладнокровны. Вы будете в этот период коридора затмений, вам не захочется иллюзий, наоборот, вам захочется больше баланса и подвести как раз вот этот итог. Но на вас будут влиять обстоятельства извне. Может быть, это как новости или события, которые будут происходить вокруг вас, но они будут на вас оказывать самое прямое влияние. Или словно как помощь высших сил вам помогают действительно ангелы, вселенная, в чем-то разобраться. Вот найти этот самый либо выход, либо, может быть, как, знаете, из какой-то паутины, которая выражалась в том, что не могли осуществить желаемое, или вас все время что-то сдерживало. Вот здесь не хочется, чтобы меня что-то сдерживало, наверное, основной посыл. Чему вы будете уделять внимание? Паж жезлов. По сути, это импульс, решение или как инсайт. Я теперь буду заниматься конкретно этим и не буду заниматься чем-то другим. Точно. Королева мечей. Это может быть как отказ, у кого-то отказ от отношений или существует конкретная реальность. И я надеюсь сама на себя. У кого-то вопросы связанные, может быть, и с юридическими перипетиями, какими-то соглашениями, оформлением документов. Может быть, и так. Для кого-то из вас это будет необходимость обучению, может быть. Возможно, это еще и вопросы, связанные с переездом, и вам необходимо выучить что-то, или вы будете осваивать новую сферу деятельности. Здесь хочется смотреть в горизонт по королеве мечей. И знаете, мои дорогие, вы будете хранить молчание, правда, потому что вы понимаете, я могу себе навредить. Может быть, такова среда вокруг вас состоит из людей, которым вы не можете доверять. И вы это ощущаете, и поэтому готовы свои намерения и цели обдумать раз. И пока словно, знаете, как сигнал какой-то, или ваша подсказка интуиции не сработает, что ну вот пора. Вы, ну так в тени, незаметно будете готовы оставаться, лишь бы какой-то ваш план осуществился. Ничто не помешало. Но есть желание и есть четкий план действий. Вот если мы говорим, чему вы будете уделять внимание, своим желаниям. И то, что для вас наиболее актуально, вы как будто знаете точно, наверняка, будет успех, будет прорыв. И может быть, как заработать денег или поменять место жительства, сменить сферу деятельности, работы или в личной жизни тоже что-то реорганизовать. Неожиданности. Это не совсем неожиданности. Девятка мечей – это карта внутренних наших страхов, сомнений. И нам тут говорят только об одном – открой глаза. То, что ты себе нарисовал и кажется, это обстоятельствам никак не относится. Она как будто реальность совсем другая. И да, если у вас это удается, тут есть, понимаете, по девятке мечей, может быть, мы говорим обстоятельства, да, на вас будут влиять по 20-му старшему аркану. Непредвиденные события вас словно могут выбить из колеи или какая-то новость услышанная. Вы начнете или можете начать что-то долго анализировать, а нам карта говорит, что нет, уходи от всякого рода мыслей, которые
тебе означают или привносят в твою жизнь вот ненужное какой-то анализ, переосмысление. Тут надо оставаться реалистом. В неожиданностях у вас возможности. Восьмерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде, на работу, на деньги. И может быть как раз, кстати, паж, мы говорим, чему будете уделять внимание. Паж жезлов может означать выход вот из этого лабиринта ненужных мыслей, то, что не может быть осуществимо, или то, что уже произошло, а теперь не имеет никакого значения, или тот самый анализ, почему это так случилось, а это тоже теперь не имеет никакого значения. Ваши намерения и цели в центре внимания. По восьмерке пентаклей это карта профессионального успеха, заработков хороших и на последующий период как будто продолжение как и роста финансовой стабильности, так и ваших завоеваний, мои дорогие, достижений, честолюбивых планов, какая-то конкретика в неожиданностях, вот реализовать свой какой-то план. Чем завершится и каков результат? Но у вас получится сбалансировать между желаемым и каким-то прошлым, то, что вас разочаровывало. Или вы действительно выясните тот пункт, который в вашей жизни как белое пятно, недостающее звено. С чем-то вы разберетесь. Причем вас это не будет потом в последующем тянуть как будто назад. Вот тот баланс. И вообще по королю чаш у нас идет как раз ось отношения финансы. Вот, наверное, эти две сферы жизни будут проигрываться наиболее активно. И за период коридора затмений ближе к 8 апреля вы четко будете знать, чем я буду заниматься, а в какую сторону я даже заглядывать не буду. Вот все то, что я говорила по пажу жезлов. Но паж это еще как намерение, да, это еще так незрело где-то. Но, видимо, проанализируйте. Плюс обстоятельства, которые за этот период разовьются, и вот сомнения, они уходят, покидают вас, чем закончится, если мы говорим. И чем закончится период, посмотрите, у нас как будто, это паж чаш, у нас изображен молодой человек, который сидит, мечтает. Он мечтает о наполненном сосуде, чашка тут у нас представлена, да, о каких-то приятных эмоциях. Это карта иллюзий сама по себе вот в этой колоде, потому что то, что он представляет, у нас тут даже свинка с крыльями представлена, то есть оно не жизнеспособно, понимаете? Мы можем наделить людей какими-то качествами, которыми они не обладают, и сделать все это от чистого сердца, мои дорогие. Вот поэтому уйти вот от этой нереальности, от этих иллюзий основная задача. Может быть, этим вам как раз и запомнится период, потому что у нас в итоге ведь выпадает, чем буду заниматься. И будете заниматься у нас королева мечей. Она большой реалист. И она надеется сама на себя. Вот какая-то история. Хотя я не могу сказать, что тут про личную жизнь, но у кого-то из вас может быть, словно в одном котле, замешаны и вопросы финансов, и работы, и личной жизни тоже. Есть взаимосвязь. Давайте мы узнаем, чем же вам запомнится этот период. Восьмерка чаш. Вы куда-то отправитесь, или вопрос переезда, может быть, по отношениям. По восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому для вас вот этот, правда, выход из лабиринта, может быть, какая-то сложная ситуация, вы ее разрешите. Или вы ее как будто оставите. У кого-то из вас это будет, знаете, когда придется просто выйти словно из игры. Потому что игра чужая, мои дорогие. И, возможно, это решение вам дастся не так просто. Все же туз мечей. Но это совершенно необходимо. Как будто я ухожу или каким-то прежним делом я не занимаюсь. Или что-то, от чего-то вы здесь откажетесь. Это будет определенно. Что же еще? Правда, заработать денег. Королева Пентаклей, та, которая умеет из хаоса создать порядок. И если мы говорим вот на этот ну, такой еще турбулентный период, или, может быть, тот период, который сам в себе хранит коридор затмений, тысячи неопределенностей. Ведь здесь, словно, знаете, в фокусе, как два зеркала. Представьте, вы ушли куда-то и достигли плато. И в виде полусфер перед вами одно зеркало, и за вашей спиной другое. И вы
в центре находясь, понимаете, что есть то прошлое, куда мне не хочется даже заглядывать, но есть еще и будущее, которое меня может где-то своей неожиданностью изменить мои планы. Но поскольку назад меня уже ничто не тянет, я иду вперед, и я пытаюсь предположить, что вот эти самые перемены, они могут быть сопряжены с любыми неожиданностями или какими-то изменениями в обстановке вокруг, и у меня хватает мужества идти вперед. По закону хаоса вообще, если мы говорим, я думаю, все слышали такую фразу, как эффект бабочки. Нам говорят, в чем это заключено, что даже бабочка с ее простым взмахом крыльев, которая меняет просто пространство, но в определенной точке, вызывает цепочку событий с большей амплитудой или более масштабно. Вот здесь быть готовым к неожиданностям, если мы говорим, чем запомнится этот период. Вы станете сильнее, мои дорогие. Вас не будет ограничивать вот эта, ну, неопределенность или тысяча, может быть, неопределенностей или какая-то неизвестность в будущем. Если прежде вы могли держаться за видимую, мнимую стабильность, может быть, в отношениях, может быть, по работе, у кого-то это проиграется, финансовую стабильность. Вы предпочитали лучше синицу в руках, чем журавль в небе. Вот здесь может произойти такая метаморфоза, что нет. Или я застряну где-то и буду, не продвигаясь вперед постепенно, словно меня какая-то прежняя ситуация затягивать к себе будет. А я хочу совершенно другого качества жизни. По королеве Пентаклей, которая сделала себя сама. Она делает сказку былью, она делает новый порядок. Она всегда изображена среди райского сада, который построила своими руками. Надежда на самого себя, чем вам запомнится? Большей уверенностью, большими возможностями заработать деньги. По шестерке Пентаклей иногда эта карта говорит о помощи высших сил. Как будто и самореализация, и деньги будут. Но, может быть, для этого нужно сломать какой-то стереотип, шаблон. Что-то сделать совершенно не так, как вы делали прежде. Туз Пентаклей, правда, деньги. Опять же, деньги не последняя тема, и поэтому король чаш. Ведь он сидит, как будто, да, несмотря на то, что вокруг бушуют волны, а он находится на материальном вполне основании. И если бы его не было, он бы не был вот такой медитирующий. Поэтому для вас материализм какой-то – это в центре вопросов вашего внимания, заработки конкретно денег, согласование какие-то по документам, мои дорогие. Вот чем запомнится. Посмотрите, какой прекрасный период вы что-то сможете осуществить. И даже если это будет сопряжено с тем, что вам придется что-то сделать совершенно не так, как прежде, или принять какое-то Соломоново решение, или наоборот разрубить, может быть, какой-то Гордиев узел по восьмерке чаш, такое тоже может быть. Тут любое абсолютно решение. Это значит, для вас открываются совершенно новые возможности и перспективы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.